тот вечер старый лесничий Иван Петрович сидел у своей поскрипывающей печки, слушая, как горный ветер завывает в дымоходе, напоминая о временах, когда этот дом не был таким пустым и тихим. Он уже собирался задуть лампу, как вдруг тишину разорвал резкий, пугающий удар в стекло, а за ним второй и третий. Тяжелые, уверенные толчки, от которых задребезжали старые рамы. Сердце старика подпрыгнуло в груди, когда он увидел на подоконнике за окном огромную тень с горящими глазами. Это был Альтай, беркут с размахом крыльев почти в 2 метра, которого Иван спас из браконьерского капкана 5 лет назад и выходил в этом самом доме. Птица не улетала. Она иступленно била мощным клювом в стекло, а когда лесничий, дрожащими руками сорвав засов, распахнул окно, беркут не влетел внутрь, а лишь уронил на деревянный подоконник небольшой, обмотанный грязной кожей сверток, перевязанный простым обувным шнурком. «Что же ты принес мне, старый друг? И откуда в тебе такая спешка, будто за нами сама смерть гонится?» Прошептал Иван, провожая взглядом птицу, которая, издав пронзительный крик, взмыла в ночное небо, призывая его следовать за собой взглядом в сторону дальнего ущелья. Старик присел к столу, и его огрубевшие, мозолистые пальцы начали медленно развязывать тугой узел, пока внутри росло необъяснимое предчувствие, заставляющее ладони потеть, а дыхание становиться прерывистым. Когда кожаная оболочка наконец поддалась и развернулась, на стол с тихим звоном выпал серебряный кулон в виде раскрытого крыла, вещь, которую Иван Петрович лично заказал у городского ювелира 15 лет назад для своей единственной дочери Алены. Девочка пропала без вести во время внезапного схода лавины в тех самых горах, когда ей было всего 19, и с тех пор лесничий каждое утро выходил на крыльцо, надеясь на чудо, которое все не случалось, превращая его жизнь в бесконечное ожидание конца. Но самым поразительным было не само украшение, а то, во что оно было завернуто. Внутри кожаного лоскута лежал клочок современной, ярко-красной ткани от мембранной куртки, на котором угольком были нацарапаны 2 цифры — координаты, которые Иван знал наизусть, ведь они указывали на заброшенную охотничью хижину у подножия пика справедливости. «Неужели ты нашел ее, Альтай, или это просто жестокая шутка гор, решивших напоследок посмеяться над стариком?» Вскрикнул Иван, вскакивая со стула и на ходу натягивая тяжелый тулуп, понимая, что каждая минута сейчас может стоить жизни тому, кто отправил это послание. Схватив фонарь и верную винтовку, старик бросился в темноту, ориентируясь по едва заметному силуэту беркута, который кружил над лесом, указывая путь к той самой хижине, где много лет никто не бывал. Когда он ворвался в полуразрушенное строение, свет фонаря выхватил из темноты молодую девушку в разорванной красной куртке, которая, прижимая к себе рюкзак, пыталась согреть замерзшие руки у крошечного костра. Она оказалась участницей исследовательской экспедиции, которая случайно нашла в ледяной расщелине останки Алены и тот самый кулон, но попала в беду, сломав ногу при спуске. Птица, кружившая рядом с раненой, выхватила сверток из ее рук, когда та уже теряла сознание от холода, и принесла его единственному человеку, который мог понять этот знак. В ту ночь Иван Петрович не просто спас человека, он наконец-то обрел покой, узнав правду о своей дочери, и понял, что добро, когда-то проявленное к раненой птице, вернулось к нему самым невероятным спасительным посланием с небес. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.